Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной детские пинетки-ботиночки. Вяжутся они очень просто и легко пересчитываются на любой размер. Завязки играют не только декоративную роль, они не дают малышу сбросить носочки с ноги. Вязала я такой пряжей, нитью в 2 сложения, спицами номер 4. Вся информация, как всегда, в описании под видео. Если вам интересно, присоединяйтесь. Для начала вязания набираем 8 петель. Набрали 8 петель и начинаем вязать. Перед началом вязания отметим маркером 2 средние петли. Можно этого не делать, но если вы только начинаете вязать, чтобы не путаться, на первых порах можно подцепить их. Вот так отметили маркером 2 средние петли. Все петли, кроме центральных 2 петель, в изнаночном и лицевом ряду будем вязать лицевыми петлями. 2 средние петли в лицевом ряду вяжем лицевыми петлями, в изнаночном ряду вяжем изнаночными петлями. В первом ряду первую петлю провязываем, в остальных рядах кромочную снимаем. Провязываем 2 петли. Делаем накид и вяжем до маркера. В этом ряду до маркера 1 петля. Перед маркером делаем накид, переносим маркер, вяжем 2 средние петли, маркер переносим, возле маркера делаем накид, провязываем 1 петлю и когда остается 2 петли, делаем накид, провязываем 2 петли лицевыми петлями. Первый ряд провязан. После провязывания каждого лицевого ряда в ряду прибавляться будет по 4 петли. Итак, прибавляем петли. 1 петля, 2, накид. 1, 2, накид. И с 2 сторон от маркера, здесь и здесь. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд. Снимаем кромочную, вяжем лицевые петли. Для того, чтобы не было дырочки, накид из предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной. Вот так. Продолжаем вязать. Следующий накид провязываем таким образом, чтобы получалась дырочка. Если вы не хотите эту дырочку, значит провязываете лицевой скрещенной, как делали до сих пор. Перенесли маркер, 2 средние петли в изнаночном ряду провязываем изнаночными петлями. Переносим маркер, провязываем накид так, чтобы получалась дырочка. Следующий накид лицевой скрещенной. И заканчиваем ряд. Я ряд заканчиваю, провязывая петлю за заднюю стеночку. Вы вяжите, как привыкли. Разворачиваем вязание. Провяжем еще 2 ряда, чтобы вы окончательно поняли принцип прибавления петель. Итак, сначала 2 петли. Снимаем кромочную, провязываем 2 петлю. Итак, 2 петли, делаем накид и вяжем лицевые петли до маркера. Дошли до маркера, делаем накид,
Переносим маркер, провязываем средние петли лицевыми. Маркер перенесли, делаем накид и вяжем до тех пор, пока останется 2 петли. Осталось 2 петли, делаем накид и довязываем ряд до конца. Разворачиваем вязание. Это изнаночный ряд. Снимаем кромочную, провязываем 1 петлю. Накид из предыдущего ряда провязываем лицевой скрещенной. Этот накид провязываем, чтобы получалась дырочка. Переносим маркер. 2 средние петли в изнаночном ряду вяжем изнаночными петлями. Переносим маркер. Этот накид из предыдущего ряда провязываем так, чтобы получалась дырочка. Этот накид провязываем лицевой скрещенной и довязываем ряд. Вот так сейчас выглядит работа. Провязано 4 ряда, 2 лицевых, 2 изнаночных. Верхнюю часть я вязать закончила. Вот так она сейчас выглядит. Это начало нашей работы. Прибавляя петли в лицевых рядах, мы расширялись. Сейчас на спице 40 петель. Вот она, наша верхняя часть. Сейчас покажу на манекене. Вот так должна она выглядеть. То есть, если надо будет вам размер больше, то вы еще больше рядочков провяжете. Вот оно, наше начало. Сейчас приступаем к вязанию подошвы. Так как подошва у меня другого цвета, нить я обрезаю. Верхнюю часть мы закончили, провязав изнаночный ряд. Вот лицевая сторона, рабочая нить с этой стороны, наборная нить тоже с этой стороны. Теперь, чтобы продолжить вязание, надо перебросить петли с одной спицы на другую. Просто перебрасываем петли. Вот наш центр. И с двух сторон от центра 3 петли в эту сторону, 3 в эту. Это будет наша подошва. Если нужна подошва пошире, значит можете взять, например, по 8 петель. Или если это будет взрослая ножка, ну там уже будете ориентироваться на размер. Итак, перекинули петли и вводим в работу нить другого цвета. Просто начинаем вязать. Так как подошва на 6 петлях, значит сначала провязываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтягиваем эту петлю, разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, считаем ее 1, 2, 3, 4, 5. Шестую петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей.
Первую петлю снимаем, провязываем вторую петлю лицевой петлей и протягиваем ее через снятую петлю. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую петлю подошвы провязываем вместе со следующей петлей изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей подтянули эту петлю, разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую петлю подошвы провязываем вместе со следующей петлей лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Продолжаем так вязать, пока на боковых спицах не останется ни одной петли. С изнаночной стороны у нас получаются вот такие аккуратные дорожки. И вот такая лицевая сторона. Продолжаем вязать. Все, петли закончились, и работа сейчас выглядит вот так. Это изнаночная сторона работы. И лицевая. Сейчас будем продолжать вязание, поднимая и вводя в работу кромочные петли. Вводить спицу в кромочную петлю будем от себя или на себя, в зависимости от лицевой или изнаночной стороны. Вяжем ряд. Это лицевой ряд. Провязали 6 петель. И теперь поднимаем одну петлю из кромочной петли. По лицевой стороне работы вводим спицу от себя, подхватываем нить, вытягиваем, и у нас петля на спице. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. Провязываем все петли. И поднимаем петлю, вводим спицу на себя, подхватываем нить, вытягиваем ее, и у нас петля на спице. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, провязываем остальные петли. Петли, которые вы поднимаете, надо провязывать так, чтобы они не перекрещивались. Если вы повторяете движение за мной, то эту петлю я провязываю за заднюю стеночку. Провязали и поднимаем следующую петлю по лицевой стороне работы в спицу от себя, подхватили нить, вытянули, подтянули, разворачиваемся, еще один раз сделаем вместе, провязываем петли, первую снимаем,
Вот поднятая петля. Если вы также делаете движение, как я ее провязываю за заднюю стеночку. Следующая кромочная на изнаночной стороне работы. Вводим спицу на себя, подхватываем нить, вытягиваем, подтягиваем и продолжаем так вязать до тех пор, пока у нас не кончатся кромочные петли с этой стороны и с этой стороны. Вот эти петли у нас наборные, мы их не трогаем. Продолжаем вязать. На определенном этапе работы здесь становится тесно и неудобно поднимать оставшиеся петли. Поэтому сделаем так. Разделим вязание примерно посередине и вытянем тросик. Вот так. И продолжаем вязать. Вяжем до тросика. И теперь эту спицу вытягиваем. И продолжаем вязать. Развернули вязание. Провязали петли со спицы, эту спицу вытянули, здесь переместили петли на эту спицу. Петельки возле тросика при провязывании подтягиваем, чтобы здесь не получилось слабое вязание. И так продолжаем вязать. Вот с помощью этой петли мы легко вяжем труднодоступный участок, скажем так. Смотрите, какая красота получается. Все петли кромочные подобрали. Теперь делаем завязки. Закончили вязание изнаночным рядом. И вот если смотреть на работу так, вот она, нить рабочая. Я завязочку буду вязать крючком. Воздушные петли набираем. Но для того, чтобы завязка не получилась сильно толстой, я буду вязать из одной ниточки. То есть сейчас я разделю эти ниточки и буду вязать из одной. Длину завязки выбирайте сами, насколько длинная или короткая она вам нужна. Размер крючка берите подходящей толщине вашей пряжи. Я взяла крючок номер 2,5. Последнюю петлю введите крючок, чтобы было за что подцепиться. Подтяните нить и набираете столько петель, сколько хотите. Я набрала 31 воздушную петлю. Сейчас соединительными столбиками вернемся снова к вязанию спицами. Во вторую петлю
Вводим крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее и протягиваем через петлю на крючке. Следующая петля, вводим в нее крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее, протягиваем через петлю на крючке. Крючок ввели, подхватили нить, вытянули, протянули через петлю на крючке. Ввели крючок в петлю, подхватили нить, вытянули ее, протянули через петлю на крючке. Вот такой аккуратный шнурочек получается. Итак, довязали. Нить снова надо соединить, чтобы она была двойная. Наденем ее на спицу. Теперь будем закрывать петли. Делать это будем с накидом, для того, чтобы ножка легко входила в тапочек и нигде ничего не стягивала. Петлю от шнурочка и первую петлю посчитаем как за одну петлю. Итак, снимаем эту петлю, делаем накид, провязываем изнаночную петлю и протягиваем ее через накид и первую петлю. Итак, накид, провязываем изнаночную петлю и протягиваем ее через 2 петли, то есть накид и первую петлю. Накид, изнаночная петля, протягиваем ее через накид и петлю. Накид, изнаночная петля, протягиваем изнаночную петлю через накид и первую петлю. И так закрываем. Довяжем до конца и снова будем вязать шнурочек. Закрыли. И вот как аккуратненько получается. Теперь берем крючок, ниточку разделяем и снова вяжем шнурочек на нужную вам длину. Закончили вязать, обрезаем нить. Вытянем вторую нить. Теперь из последней петли, что мы вязали крючком, вот обе ниточки выходят. И чтобы аккуратно звено в звено закончить, введем в петлю крючок
на себя, подхватим ниточки, вытянем их сюда. Вот оно, наше звено последнее. В него крючок снизу вверх на себя. Подхватываем эту нить и уводим в петлю. Подтянем. И вот у нас все аккуратненько продолжается. Работа закончена. Сейчас прячем все ниточки. Вот сейчас я завяжу узелок и уже потом спрячу нить вот в этой косичке. Ничего особенного, просто иногда возникают вопросы, как я прячу нить. Все в этой косичке сейчас пропущу. Вот так. Точно так же я и поступлю с этой ниточкой. Тоже ее разделю, завяжу узелок и спрячу в косички. Очень мне эта модель нравится, надеюсь, понравится и вам. Вяжется легко, смотрится аккуратно. Теперь размер. Как видите, я надела эти тапочки на манекены разного размера. Это говорит о том, что вязание такое очень сильно тянется. И вроде бы размер один и тот же, но может быть на разные ножки. Где-то больше натянется, где-то меньше. Ну, это же вязаная вещь, оно всегда так. Вот, например, этот манекен 12,5 сантиметров. А этот манекен 13,5 сантиметров. Поэтому точно сказать, какой размер у вас получится, я, естественно, не могу. Ну и к тому же вы можете взять другую пряжу, другой номер спиц и вязать с другой плотностью. А я так вот наглядно показала, какой размер получается с этим количеством петель, этими спицами и из этой пряжи. То есть, когда вы будете определять свой размер, вы будете ориентироваться по верхней части, когда вы будете доходить кромочными петлями до пяточки, вот до этой точки, чтобы потом начинать подниматься вверх. То есть модель такая, что размер легко посчитать. Посчитать, пересчитать на любую спицу и любой толщины пряжи. На сегодня все. Надеюсь, у вас получилось и вам понравилось. Всего вам доброго!